Всем привет из Москвы! Сижу себе дома, никого не трогаю, ну, кроме кота разве что. И тут от Вали приходит смс-ка. Приезжай к нам в новый офис, поглядишь, выберешь цвет стен, поможешь с ремонтом. И я такая, выезжаю! Шайника, привет! Дело в том, что я просто обожаю ремонты и вообще не считаю, что один ремонт равен 3 пожарам и 5 переездам. Я только недавно закончила ремонт в своей квартирке, и пусть он занял год, а не 3 месяца, как планировалось, и пусть на него ушло в 5 раз больше денег, чем я думала, результат радует каждый день. Единственное но, делала все сама, без дизайнера, по наитию и без визуализации. И очень повезло, получилось все приблизительно так, как и хотела. В общем, идемте посмотрим, что там у Вали получилось. Эй, ребят, а куда смотреть-то? Короче, мне тут рассказали, смотреть нужно в планшет. Что-то на секундочку забыла, что имеет дело с техноблогером. Сейчас расскажу и вам. Ремонт большой площади – дело сложное. В офисе Вилса только одних розеток будет под 350 штук на 7 человек. Ну, сами понимаете, необходимость, когда у тебя все сотрудники с айфонами. Вот здесь у нас будет кухня. Причем она будет такая, знаешь, вот как надо. Вот здесь островок. Соответственно, я вот сюда встал, я же кулинар. Вот эти провода, я надеюсь, отсюда уйдут. Кстати, 7 километров проводки. Да, и видишь, их сейчас убирают, вот такие красивые вещи творят на потолке, то есть их там еще как-то будут разводить по цветам, в общем, чтобы все было культурно, чтобы нас, значит, подписчики не ругали. А то я фотку вот такую в Инстаграм опубликовал, меня тут же, значит, в сторис закидали, что типа, ну ты че, ну это же колхоз. Я говорю, все сделать нормально, не торопитесь. Вот здесь, представляешь, можно столько рекламы сделать, просто охренеть. Можно делать обзоры кофеварок, можно делать обзоры сковородок, ну, все, что мы любим. И, конечно, бытовая техника. То есть мы Во. Понимаешь, техноборщ. И какую-нибудь еще рекламу вставить. Вообще, Клондайк, вот это Эльдорадо. Тут вообще все будет нормально. Но кроме шуток, на самом деле, я думаю, что iPhone в современном мире превращается в холодильник. Ну, то есть это перестало быть чем-то вау, да, то есть это бытовая техника. А бытовая техника становится чем-то действительно прикольным, потому что туда сейчас внедряются умные ассистенты, и что там только нет. И это интересно об этом рассказывать. Я никогда бы не подумал, что мне будет интересно рассказывать про холодильники с экранами и прочее. Почему бы нет? Ну, то есть это из серии, что давай сделаем, и вот здесь это все будет возможно. Поэтому я на это помещение возлагаю большие надежды. Конечно. Знаешь, сколько аренда здесь стоит, да? Нахрена. Короче, самому это все продумать нереально. Вот и Валя не стал пытаться и обратился к ребятам из Art Team, которые не только архитектурная студия, но и авторы проекта «Ключ», который в дополненной реальности позволяет заглянуть в будущее и прямо среди голых стен заценить, каким будет ремонт. Технологии. Ну, хоть не зря ехала. Наташ, я тебе сейчас покажу, как это работает вживую, потому что вот так смотришь, ну, как-то вот красиво, конечно, у вас там не так в Киеве, небось, да? Очень высокие потолки. Вот. Круто. Когда все здесь делают уже нарядно, будет прямо очень хорошо. Но сложно оценить по 2D изображению, что это такое. Именно поэтому у нас есть современная технология, планшет. Мы сейчас вот так вот нажимаем кнопочку. А главное, сейчас самое важное, это синхронизироваться вот по этому окну. Потому что у нас есть точка, откуда мы отправляемся. Окна, кстати, большие, тоже классно. Ну, нажимаем старт, и смотри, магия. Ты туда не смотри, смотри сюда. Это кто тут будет сидеть? Здесь, не знаю, кто угодно, у нас, в принципе, никаких особых, знаешь, этих рабочих мест нет. Не разбили, не забил никто? Каждый выбирает, как в Гугле, где сидит, что делает и так далее. Ну и самый кайф, знаешь, в чем? Смотри, это первый вариант. Так. Раз второй, раз третий. То есть мы сразу можем изобретать что угодно, можем комбинировать и так далее. И вот здесь самое важное, что взаимодействие с проектным бюро ускоряется, потому что у вас получается не 100-500 итераций, когда вы хотите поменять шторы, как это будет выглядеть, а ты сразу выбираешь вот эти варианты дизайна. Точно вот это хочу, утвердил и полетел.
Мы, наверное, остановимся на втором. Да, Здесь да. появляется вот эта наша дверка замечательная. И вот он наш второй вариант, который Второй, да. полностью соответствует тому, что есть. И самый класс, что мы стоим на нужной точке, и масштаб соответствует тому, что происходит вокруг. Вот здесь мой стол. Хочешь увидеть мое рабочее да, место? да. Царский. Царский. Шефа Вот. стол. Смотрю на себя буквально. Ага, очень удобно, что ты возле стены, потому что никто не будет заглядывать. Да, ну тут твой есть дырочки, куда можно как-то раз. Но здесь, соответственно, у нас стеллажиком отгораживается часть коридора. И вот здесь люди ходят, а тут вот все аккуратненько вот так вот. А? Короче, да, это самое главное место. Смотри, как все красиво. Очень красиво. Мне нравится. Очень красиво. А вот эти вот плакаты, они такие уже и будут, да? Ну, Которые- или это типа просто пока? Ну, они, в принципе, похожи на то, что должно быть, но в целом это рендер близкий к реальности. Телек высоковато как будто висит. А телек, знаешь, зачем висит? Нет. Вот есть идея. Здесь будет в виде таких стикеров электронных висеть задачи и все остальное. Соответственно, это будет синхронизироваться со смартфонами, планшетами и так далее. Можно подойти, обсудить, какие проекты, задачи нужно решить, и у каждого на телефоне все это тоже будет видно. Ага. То есть это такая штука. Потому что непосредственно телевизор для развлечений игр у нас предусмотрен в соседнем помещении. Пойдем посмотрим, как там будет. Подожди, а что это вот это за столик это с какой-то тумбочкой? Для Ильи Казакова, да? Причем в первом варианте здесь нормальный стол. Да, тут нормальный стол. А во втором тут здесь почему-то ящик. Тут и на тумбочке. Ну, потому что, да, здесь для молодых. Для Ты что, молодых. пришел вот с зеленой еще, пожалуйста, получи себе стол и, пожалуйста, табурет. Ну, так. А опять же, это все взято из современных офисов, которые достаточно, я бы сказал, так демократично относятся к рабочему месту. Взял ноутбук, плюхнулся, где тебе удобно, и дальше работаешь. Главное, чтобы дело делалось. Я теперь вам так завидую. Сильно. Я такой смотрю, думаю, блин, действительно. Так, но это рабочее пространство. А еще будет зона, где мы будем непосредственно отдыхать, заниматься всякими такими веселительными вещами, кроме кухни. Это наша стримерская, она же просмотровая, игровая и все что угодно. Пойдем ее тоже заценим. Пошли. Да, мне кажется, надо. И вот это самое замечательное пространство, которое называется игровая, она же стримерская. Опять же, несколько вариантов. Смотри, вот здесь диванчик. Вот здесь у нас компьютеры. Вот там ребята сидят, стримят. Я буду там стримить, играть в фифу, вот это все. Кайф. Соответственно, здесь можно, опять же, поиграться с дизайнами. Хочешь вот Ух так. ты. Видишь, такая Ой, вот. покажи ковер этот. Вот этот. Ох ты, какой Классный, прикольный да? ковер. Ну, Мгм. тут, смотри, журнал можно взять. И третий вариант самый веселый. С синим, желтым. Офигенный. Опять же, ну, мне кажется, вот это агрессивный. Очень красивый. Вот Очень этот? Ну, мне очень нравится вот этот такой лаймовый диван. Вот и это вот одеяло этот нравится. синий ковер. Ну, покажи вот этот. Очень красиво. Класс. Мне очень нравится. Ну и она такая яркая, как стримерская, мне кажется. Ну да. Но мне кажется, знаешь, вот здесь вот, когда он серый, ты можешь деталями, опять же, смотри, весело как. Переходим на эту стену, и тут опять Ага. наши веселые плакаты. Да, да, это есть такое. Ну, у вас То все есть серое получается. Оно серое, но зато за счет этого можно играться какими-то оттенками. Это правда, да. Вот здесь, вот эта стена, она будет не серая, она будет зеленая под хромакей. И столы будут передвинуты чуть вперед, чтобы ты мог сидеть, соответственно, за тобой стена, свет, вот это все красиво. Здесь вебка, и можно прям стримить просто в хромакей. Нужно стримить сюда, Прикольно. развернулся и стримишь сюда на телевизор. А вот здесь у нас, соответственно, Телек. огромный экран, телек, все, что Проектор. хочешь. Ну, видишь, он офигел просто от того, что происходит. Здесь, соответственно, будет стоять телевизор на тумбочке и экран под проектор. Офигеть. Вот сидишь, смотришь кино. Очень круто. А здесь дверь закрыта, Так. но вообще там будет туалет с душевой. С душевой. С душевой. Чтобы Потому что, да, если у тебя помыться. потная каточка, ты, соответственно, пошел помылся. Я еще не решил, стоит ли делать в туалете камеры. Возможно. Мы будем создавать специальный контент по подписке. Я офигеваю от того, как современные технологии меняют взаимодействие с такими простыми вещами. Пришел, причем ты знаешь самое смешное, что вот эти вещи, о которых я тебе рассказываю, передвинуть стол, все это родилось вот когда вы посмотрели ты тут, да? пришел, вот посмотрел на модель, как она выглядит в 3D, пришел на место, оценил взглядом то все, придумал и сразу совсем другие темы. Ну, потому что в масштабе видишь, оно совсем по-другому ощущается. Мгм. Потому что
такой думаешь, так, а тут не будет Да, далеко отсюда. Да, это я отодвинул, тут а вот не так будет. удобнее. Да. Вот в чем прикол. Так что я кайфанул. Есть, конечно, кое-какие ограничения. Пока нельзя прям ходить по квартире, нужно стоять в четко указанные на схеме точки. Но даже сейчас это куда более удобно и наглядно, чем в лучшем случае карандашный набросок. Заметили слово «пока»? Уже скоро выйдет версия 2.0, в которой можно будет полностью перенестись в виртуальное пространство. Просканировал и хоп, ходишь по квартире будущего. И даже как в каком-нибудь Alien Isolation можешь залезть под стул и стол и жить там. Короче, будет прям офигеть, но даже то, что есть сейчас, это куда более удобно и наглядно, чем в лучшем случае карандашный набросок. Ведь как обычно проходит согласование проекта ремонта. Вы отправляете дизайнеру свою планировку, он ее с вами утверждает, потом делает чертежи с разводкой коммуникаций, розеток, типом полов, стен и вот этого вот всего. Вы, значит, должны в своей голове это все представить, сказать ок, и только после этого вам покажут статичные 3D-визуализации. Что-то не понравилось? Возвращаемся и переделываем чертежи или рендер. Как опять же все это будет выглядеть в масштабах квартиры, офиса, вообще непонятно. По времени займет 100 или больше рабочих часов в парочке архитекторов, а это все деньги. Короче, именно поэтому я решила не париться и в своей квартире делала дизайн своими силами. Кстати, может быть, я скоро выложу рум-тур на своем канале, так что, кому интересно, имейте в виду. Вот это замечательное помещение. Проходи. И отгадай, что здесь будет. Кладовка. В принципе, похоже, но вообще здесь будет зарядочная комната. Зарядочная комната. Целозарядочная комната. Потому что это стало действительно большой проблемой. Огромное количество коптеров, GoPro-шек, камер, звука, всевозможных еще ноутбуков, смартфонов. Потому что ты снимаешь ролик про iOS, там какую-нибудь бету, тебе срочно понадобился 5S, он валяется разряженный. Все будет в розетках, типа, и Здесь будет полках. куча розеток и полок. Вообще по всей студии будет 350 розеток. Именно поэтому здесь столько. Здесь, 350 розеток. здесь, по-моему, я не помню, но что-то а-ля сотни автоматов. Ну, то есть все хорошо, здесь все висело на соплях. Здесь очень старый ремонт был изначально, потом его делали еще типа осовременили и стало получше, но тоже очень было плохо. В общем, здесь все было всегда отвратительно, и поэтому все переделывали. И водопровод, и электрику, и все-все-все, чтобы оно было окей. Вот здесь будут, соответственно, полочки, и здесь можно будет все это в розетках быстро заряжать. Это самая желанная комната для грабителя. Да, здесь, скорее всего, нужно ставить какую-нибудь умную охранную систему, дверь, чтобы сюда, здесь, да, и какую-нибудь решетку на окна. Ну, а если так решетки, ну, чтобы никто ничего не унес. И она соседствует у нас со съемочной. То есть, если что, отсюда можно быстро попасть уже туда, где непосредственно будет съемка. И съемочная комната сегодня больше, чем вся наша студия нынешняя. То есть вот там только съемочная, а там у нас студия, где Да, сидит. очень смешно. Я только что была на студии Вали, которая сейчас у них, это очень смешно теперь смотрится. Вот это огромная, Да. царская какая-то. Я думаю, они сидят все на таком клочке, их там 100 человек. Да, это, конечно, неудобно. И, то есть мы не с жиру бесимся из серии, знаешь, я уверен, что многие посмотрят, скажут, ну, они, конечно, да. Хотелось сделать хорошо, красиво, но и реально здесь все будет для того, чтобы упростить продакшн, чтобы сделать больше съемочных локаций, чтобы было красиво с разных ракурсов и так далее. И вот сейчас я покажу вам съемочную, вы поймете, в чем прикол. Здесь надо обратить внимание на потолок. Вот эти провода свисают не просто так, на потолке будут розетки. И свет, и все оборудование будет крепиться на понтонах непосредственно к потолку, для того, чтобы не было стоек, не спотыкаться о провода, что мы сейчас делаем, и очень неудобно. И вот эти стены, они будут являться как раз локациями для съемок. Раз, там два, и вот здесь самая замечательная кирпичная стена, здесь можно будет косплеить Колю Соболева на раз-два. Знаешь что, мы поставим вот к этим окнам еще одни стеклопакеты, сами окна будут закрыты рольставнями и подсвечены какой-нибудь LED-историей, синий, голубой. То есть у нас из окна всегда будет какой-то светик идти, но, соответственно, окна будут закрыты, чтобы не мешать и освещать все нормально. До нас здесь сидела юридическая фирма, и был, в принципе, неплохой ремонт для такой вот фирмы, которая занимается там, ну, обычно, знаешь, такой Армстронг потолок навесной, просто белые стены, ну, так, грустненько. А у нас вот теперь стало прям очень... Ну, очень хочется в следующей итерации уже показать, как это будет выглядеть в... Вам надо еще какие-то автоматы сюда поставить. Я хочу пинбол. У меня была детская мечта, знаешь, поставить реально пинбол и просто стоять играть. Вот это что стоит безумно. Хороший пинбол,
Ну, где-то я посмотрел, 10 тысяч долларов, это вот типа прям вот нормальные. И это бэушный будет, и прям вот какой-нибудь старенький, но очень дорого. Весит он 100-500 килограмм, его из Америки, если тащить, тоже дорого. В общем, это такой челлендж. Но я думаю, что притащим, и вот прям будем играть, развлекаться. Да, надо что-то такое, значит, после компота. Да. Посидел, вот это распаковал, пошел, шарик погонял. Благодаря ключу процесс выглядит совершенно иначе, и вы идете в обратном порядке от визуализации до чертежа. Заходим на сайт, выбираем из уже готовых и постоянно пополняющихся дизайнов парочку для каждой из комнат. Отправляем ребятам в арт-тим планировку. Вот, например, хочу гостиную в царском стиле, а детскую, как из мультфильма про Винни-Пуха. Люблю, знаете ли, контраст. Отвечаем на вопросы опросника, который можно найти на официальном сайте компании, касаемо назначения комнаты, количества техники в ней, желаемого количества розеток, люстр и вот это вот все. Ждем, и уже вскоре вам присылают проект. Берем планшет, едем на объект, люблю это слово, объект. Оно такое весомое. И вот уже на объекте можно заценить, как будет выглядеть та или иная комната. Воображение — это, конечно, прекрасно, но согласитесь, куда круче увидеть все своими глазами. Одобрили понравившийся вариант, внесли корректировки, и только после этого специалисты примутся за изготовление чертежей. Все это в итоге сокращает рабочие часы архитекторов в 3-4 раза и позволяет не только ускорить процесс, но и существенно сэкономить. Добро пожаловать в будущее, ребятки!